Друзья, приветствуем вас на канале Фактограф. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по старинным и хорошо сохранившимся замкам мира. Эти величественные строения, словно стражи времени, хранят в себе множество тайн и историй, которые переносят нас в эпоху рыцарей, королей и смелых приключений. Замки — это не просто архитектурные памятники, это символы силы, защиты и культуры, которые пережили века. Мы увидим, как средневековые крепости, окруженные высокими стенами и глубокими рвами, сохранили свою первозданную красоту и величие. Вы узнаете о самых известных замках Европы, таких как Гогенцоллерн в Германии, Виндзор в Британии, Фуа во Франции и о многих других. Приготовьтесь к погружению в атмосферу Средневековья, где каждый камень пропитан историей. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь поехали! Замок Фуа, Франция. Фуа – средневековая крепость, стоящая на отвесной скале под одноименным городком. Замок был возведен в 987 году. В 1034 году сооружение стало административным центром графства Фуа и играло существенную роль в военной истории Средневековья. Некоторое время здесь проживал и Генрих III Наваррский, впоследствии ставший королем Франции Генрихом IV в 1589 году. Это один из старейших замков в мире. До наших дней сохранились 3 готические башни и фрагменты оборонительной стены, окружающей крепость. Вы можете заглянуть в замок Фуа с экскурсией. С первой половины 20 века он открыт в качестве музея. Фуа разрешат подняться в любую из 3 башен. Сверху открывается потрясающий вид на городок и Пиренеи. Внутри замка осталось все по-средневековому. Металлические двери с засовами, решетки на окнах и каменные стены. Также в крепости работает выставка, посвященная природе и истории графства с античных времен до позднего Средневековья. Алькасар, Испания. В испанской провинции Кастилья-Леон, на вершине скалы, возвышающейся на месте слияния рек Эресма и Кламорес, в городе Сеговия, стоит неприступный замок Алькасар, один из самых красивых и знаменитых в Испании. Первое упоминание о Алькасаре датируется 1120 годом, однако археологические раскопки, проведенные в конце 20 века, указывают, что на месте Алькасара существовало военное укрепление еще в древнеримские времена. Затем на месте постройки в VIII веке располагалась деревянная крепость арабов. В XII веке замок стал прекрасным образцом романо-готического стиля. Инициаторами строительства выступали король Кастилии Альфонсо VIII и его супруга. И это было не единственное изменение. В XII веке замок служил тюрьмой, 2 столетия спустя стал артиллерийской школой. Затем в нем произошел страшный пожар, уничтоживший почти все внутреннее убранство. Но замок отреставрировали. Сегодня во дворце открыт музей, в котором выставлены мебель, интерьеры, коллекция оружия. Хоензальцбург, Австрия. Огромный средневековый замок, стоящий на горе, монументально возвышающийся над Зальцбургом. Его видно практически с любого уголка города. Замок Хоензальцбург был построен в 1077 году по приказу архиепископа Зальцбурга Гебхарда I. Здание было возведено в романском стиле, от которого сегодня сохранился лишь фундамент. Позднее замок несколько раз перестраивался и укреплялся, постепенно превращаясь в мощную крепость. Около 1500 года в замке был построен первый в мире фуникулер, предназначенный для доставки товаров. Свой нынешний вид Хоензальцбург приобрел в начале XVI века. Цитадель для своего времени была неприступной. Хоензальцбург лишь 1 раз подвергался осаде, и то не военными. Мятеж подняла группа шахтеров, крестьян и горожан, которые в 1525 году пытались свергнуть князя Маттеуса. В XIX веке здесь были казармы и военные склады, а перед Второй мировой он использовался в качестве тюрьмы. Сегодня Хоензальцбург является одной из основных туристических достопримечательностей Зальцбурга. Виндзорский замок, Великобритания. Будучи самым большим из жилых замков в мире, Виндзор хранит в своих стенах бесконечную историю. Виндзорский замок был основан Уильямом Завоевателем в XI веке на холме в долине реки Темзы. На протяжении почти тысячелетий истории замок не раз перестраивали. Укрепление разрасталось, деревянные строения сменялись каменными, которые занимали все большую площадь. В XIV веке при короле Эдуарде III Виндзорский замок из фортификационного сооружения стал дворцом с королевскими апартаментами и парадными залами для церемоний.
В ноябре 1992 года произошел сильный пожар. Здания Верхнего двора серьезно пострадали, но за 5 лет интерьеры были восстановлены. Виндзорский замок был символом долговечного наследия монархии. По его названию с 1917 года стала называться Виндзорами ныне правящая в Англии королевская династия. Сегодня, сохраняя статус королевской резиденции, Виндзор открыт для путешественников. В замке площадью более 50 тысяч квадратных метров можно увидеть роскошные комнаты и просторные залы, украшенные антиквариатом, произведениями искусства из королевской коллекции и другими символами британской монархии. Замок Гогенцоллерн, Германия. Великолепный, мощный, впечатляющий замок в облаках поражает своим видом. Замок Гогенцоллерн располагается на вершине одноименной горы высотой 855 метров, в 50 километрах южнее Штутгарта. Если погода хорошая, Гогенцоллерн отчетливо виден издалека. Если с погодой не везет, создается туманное, даже немного мистическое видение очертаний старинного сооружения. За свою долгую, почти тысячелетнюю историю замок трижды перестраивался. От первого замка осталось лишь письменное свидетельство о его существовании в первой половине XI века. Он был просто полностью разрушен после 10-месячной осады войсками имперских городов Швабии в 1423 году. Спустя несколько лет на этом же месте был построен второй замок, который просуществовал до конца XVIII века. Сегодня от него осталась лишь капелла. В середине XIX века прусский король Фридрих Вильгельм IV возвел третий Гогенцоллерн. С того момента замок практически не использовался королевской династией, а стал туристической достопримечательностью, открытой для посещения. Райхсбург-Кохем, Германия. Не покидая Германию, давайте перенесемся в живописный немецкий городок Кохем и посетим имперский замок Райхсбург. Старинный высотный Райхсбург-Кохем был построен еще в начале XI века по указанию рейнского фальцграфа Эццо. Замок часто менял своих хозяев. В XVII веке он был разрушен войсками французского короля Людовика XIV. Только спустя 180 лет замок был восстановлен берлинским предпринимателем Луи Равенне. Воссозданный из руин замок на протяжении нескольких десятилетий использовался семьей Равенне как летняя резиденция. В 1942 году потомкам Луи Равенне пришлось продать замок прусскому министерству юстиции, вслед за чем в 1943 году здесь была открыта партийная юридическая школа. После Второй мировой войны замок был передан в собственность федеральной земле Рейнланд-Пфальц. В 1978 году сооружение смог приобрести город Кохем, которому он принадлежит и по сей день. Если будете в тех краях, обязательно загляните в Райхсбург-Кохем на экскурсию. Интерьеры замка перенесут вас в эпоху рыцарства, победных войн и прочих прелестей Средневековья. Замок де Haar, Нидерланды. Это самый большой и самый старый замок в Нидерландах, история которого уходит корнями в XIV век. Первое упоминание датировано 1391 годом, когда это была укрепленная башня вблизи притока реки Рейн. В течение 50 лет замок принадлежал семье де Haar. В 1449 году поместье перешло к семье Ван Зейлен, которая до настоящего времени владела этим замком. За свою раннюю историю замок подвергался многочисленным нападениям и разрушениям, а торнадо 1647 года и вовсе сокрушил комплекс и прилегающие к нему территории. Таким образом, к XIX веку от замка остались лишь руины. В 1890 году замок де Haar перешел в собственность барона Этьена Ван Зейлена. Он заключил удачный брак с наследницей Ротшильдов и решил вложить деньги новоиспеченной жены в реконструкцию старинного сооружения. Результат масштабной работы по восстановлению можете увидеть в замке де Haar сегодня. В 2000 году весь архитектурный ансамбль перешел в собственность Ассоциации по охране памятников природы. Все желающие могут посетить сам замок, увидеть внутреннее убранство комнат и насладиться парковой зоной. Замок Эстенсе, Италия. Внушительный замок эпохи Возрождения возвышается в городе Феррара. Первый камень этого сооружения был заложен в 1385 году по приказу правителя Феррары маркиза Николо де Эсте. Замок был назван именем святого Михаила, но позже появилось еще одно название – Эстенсе, указывающее на владельцев сооружения.
Примерно с середины XVI века замок почти не изменился. Его архитектура включает каменные мосты, 4 массивные башни, расположенные по углам, и оборонительные бастионы. Квадратный в плане замок окружен рвом, и по ощущениям он совершенно неприступен. От кого же защищался построивший сию крепость средневековый феодал? Оказывается, врагами были его собственные подданные. Легенда гласит, что в мае 1385 года местные жители взбунтовались из-за непомерных налогов и чуть было не растерзали своего правителя Николо де Эсте. Именно поэтому он решил возвести мощную крепость. Замок Вадуц, Лихтенштейн. Самое известное сооружение княжества Лихтенштейн расположено в столице страны, городе Вадуц. Наверное, замок Вадуц едва ли не единственная твердыня в Европе, которая как и несколько веков назад, так и сегодня выполняет роль настоящего замка. Здесь проживает семья правителя государства, князя Ганса Адама II. Резиденция не окружена 3-метровыми заборами, однако, чтобы попасть внутрь, нужно иметь приглашение от княжеской семьи. Замок открыт для туристов только 15 августа в национальный день государства Лихтенштейн. Замок Вадуц был построен примерно в XII веке, и его древний фундамент сохранен до сих пор. Документом, в котором впервые упоминается замок, является дарственная графа Рудольфа фон Верденберг-Сарганца. Он преподнес в качестве подарка крепость Ульриху фон Матчу в 1322 году. В 1499 во время Швабской войны замок был разрушен швейцарскими войсками. В период с 1529 по 1532 годы была возведена круглая башня. Позже была увеличена западная часть замка, а с 1938 года замок Вадуц выступает как основная резиденция княжеской семьи. Замок Гуаита, Сан-Марино. Это не просто замок, а символ государства Сан-Марино и его свободы. 3 башни Сан-Марино можно увидеть даже на государственном флаге и гербе. Самая первая башня Гуаита или Прима-Торе была построена еще в X веке. Примерно тогда же возвели двойную защитную стену. Прима-Торе – самая крепкая и надежная башня. Она находится на высоте 752 метров над уровнем моря. Вторая башня носит название Честа. Ее построили в XIII веке. Третья именуется как Монтале. Она моложе предыдущей на целый век. Изначально крепость служила тюрьмой и одновременно защитой для местных жителей на случай войны или осады. Сегодня Гуаита – это национальный музей, который может посетить любой желающий. Несмотря на то, что она была возведена еще в X веке, свое прямое назначение тюрьмы она сохранила еще и в XX веке, до 1970 года. Ее по праву можно назвать одной из самых старых тюрем нашей планеты. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, какой из 10 замков впечатлил вас больше всего.